ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Всем привет! Вы на Флагман ТВ и с вами Евгений Чертенков. Ну что, ребята, наши рыболовные приключения продолжаются. И сегодня мы отправляемся на Киевское водохранилище ловить вот таких, вот таких вот лещей огроменных. Но едем мы не просто так, как и обещали, едем мы по приглашению нашего подписчика Андрея Руденко. Отправляемся мы на базу, которая называется «Деревня Рыбака», которая находится в селе Сухолучье. Это буквально километров 80 от Киева, Киевская область. Поэтому мы отправляемся в путь, познакомимся с Андреем. Он обещал незабываемую рыбалку, обещал какой-то непонятный сюрприз. Поэтому, кому нравятся рыболовные приключения, ставим лайк, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. А мы погнали! Итак, ребята, мы доехали наконец-то до базы деревни Рыбака, где нас встречает наш подписчик Андрей Руденко. Привет тебе большое. Привет, Женя. Во-первых, большое спасибо, что нас пригласил порыбачить. Мы, как и обещали, Флагман ТВ приезжает по приглашениям. Я скажу так, Андрей был второй человек, который нас пригласил буквально сразу зимой после наших первых рыболовных приключений. Поэтому у нас все в порядке очереди, чтобы никто не обижался, если мы кому-то едем. Не приехали, вернее. Итак, Андрей, что хотел спросить? Я понял, Киевское водохранилище. Есть такое? Есть такое. База шикарная, вопросов нет. Спасибо. Хотел еще спросить, ты сказал, нас ждет какой-то сюрприз. Однозначно, ребята, к сожалению, сегодня у вас не будет береговой рыбалки, не будет рыбалки у вас с лодки. Мы сегодня будем ловить в 200 метрах от берега с рыбацкой вымазки на специальной закоряженной яме. Только, то есть вымазка, это на лодке, мы будем переправляться на Нас вымазку. переправят на вымазку, там есть беседочка. На 8 человек, пожалуйста, сегодня снимаем вдвоем. Вы слыхали, нормально, берега не будет лодки, вымазка в открытом Киевском море. Это сюрприз. Ну, как на Мальдивах домики. Отлично. Что хотел спросить, яма, какие там глубины? 9-12. 9-12. А рыба какая в основном? Рыба в основном... Я пообещал вот таких лещей, как ты мне написал, да. Лещ, карась, синец, густера, чехонь. Судаксом. Судаксом. То есть, ну, я так понял, что ты за этой ямой сам смотришь, да. Гоняешь браконьеров, чтобы там Однозначно, сетями никто не рыбачил, да? Браконьеров нет, гоняю браконьеров, яма закоряжена, водолазы ныряют, все делают рифтом специальный. Я понял. Даже есть зимовальная. Я понял. Отлично. Ну что, ребята, мы тогда отправляемся, я так понял, на переправу, да? Сейчас типа лодка, тут все как положено будет нас отправить. Все, мы погнали, Андрей весь день с нами рыбачит, поэтому посмотрим, как тут местный и приезжий порыбачит и немножко посоревнуемся. Поехали! Ну что, ребята, наши рыболовные приключения продолжаются. У нас очередная переправа. В этом году мы всегда на лодках отправляемся в свое место дислокации, поэтому сейчас нас переправляют к нашей заветной сюрпризной вымазке, на которой мы проведем ровно сутки. Как всегда, на этом месте мы не были никогда. Будем разбираться с этим водоемом. Я надеюсь, поймаем нормально лещей. У нас с собой много прикормки, много вареного гороха. В общем, обо всем по порядку, когда уже приплывем на вымазку. Поэтому в очередной раз ставим лайки, подписываемся на наш канал. Наши рыболовные приключения продолжаются. Погнали!
Так, ну что, ребята, мы успешно переправились на вымостку. Шикарная длинная вымостка. Оператор вам покажет. Единственное, рыболовные приключения, они на то и рыболовные приключения. Сорвал себе немного спину, когда выгружал сумку. Сейчас, короче, хожу как раненый олень. Ну ничего, я думаю, разойдусь и все будет хорошо. Андрюх, мы тебе, конечно же, привезли немножко подарков, вкусняшек. Спасибо, да. спасибо. Это, чтобы ты сейчас попробовал половить нашими прикормками. Сейчас Да, добавка. Я как бы не знал, что к тебе сюда брать, поэтому тут фидерные, на леща, на подлещика. Будешь разбираться, короче. В общем, что мы делаем? Я сейчас тоже разбираю, замешиваю прикормку, ты начинаешь ловить, потом я к тебе подхожу, и мы уже пообщаемся, покажешь свои нюансы, какая у тебя снасть, людям это будет интересно. Хорошо. Окей? Погнали, короче, замешивать прикормку. Мы пошли. Вперед. Ой, видали? Мало того, что наш подписчик Андрюха, вот такой вот рыбак, отличный человек, еще и лекарь. Немножко мне подровнял спину. Я надеюсь, что сейчас будет все отлично. Итак, перейдем к замесу прикормки. Перед тем, как маркериться, искать точку ловли, мы замесим прикормку, потому что сегодня наша цель это лещ. Не просто лещ, крупный лещ. Поэтому прикормка у нас будет очень сладкая, очень калорийная, крупнофракционная и, конечно же, инертная. Поэтому прикормке нужно, соответственно, попить немножко воды. Она должна постоять часа полтора. И перейдем, как я уже говорил, к замесу. Значит, сегодня, сразу говорю, не ругайтесь, прикормки будет много. Мы приехали на сутки, поэтому прикормки у меня сегодня будет целых 4 килограмма. Нам все-таки рыбачить сутки. Лещ очень любит покушать, и его надо хорошо кормить, для того, чтобы хорошо ловить. Итак, что у нас сегодня по кормам? Значит, сегодня для своего микса я выбрал, получается, 3 вида прикормки. Значит, основная как база, это будет прикормка желтый лещ. Прикормка крупнофракционная, сладкая, с очень приятной ароматикой. Шикарнейшая просто ароматика такого печенья, бисквита, немножко похоже на вафли Артек. В общем, прекрасная прикормка. Итак, 2 килограмма желтого леща. Хочу в очередной раз напомнить, что данную прикормку разработал чемпион Украины действующий, мой друг Алексей Пугач, за что ему большой привет и респект. Леха, ловим твоей прикормкой. Она ловит рыбу очень отлично. Итак, 2 килограмма желтого леща. Пакетики сразу пока под ногу, потому что, чтобы не поздувало их, ребята, ветром. Так, следующая прикормка это будет Supreme. Это, в принципе, самая крупная фракционная прикормка. И на данном этапе самая калорийная прикормка в серии Grand. Поэтому на 2 килограмма желтого леща отправляем пачку Supreme. Калорийную прикормку тоже с отличной ароматикой. Обе эти прикормки, в принципе, такого желтого цвета. Ну и третий вид прикормки в этом миксе это River Bream, речной лещ. То есть, почему хочу добавить килограмм прикормки именно речной? Здесь, в принципе, хоть и Киевское водохранилище, но мы находимся, можно сказать так, ближе к руслу. И поэтому здесь течение присутствует. Здесь не то, что там кормушка 20-30 грамм ловить можно, как на Киевском водохранилище на многих местах. Поэтому, я думаю, здесь кормушка будет грамм 60-70. Поэтому нам надо добавить прикормку более тяжелую, для того, чтобы нашу прикормку не сильно сдувало с кормового пятна. И речной лещ в этом нам поможет. Плюс еще в чем этой прикормки, что она идет коричневого цвета и немножко разбавит наше желтое пятно. Все-таки не хотелось бы, чтобы прикормка была такая ярко выраженная желтая. То есть мы здесь первый раз, мало ли здесь лещ может боится такого пятна, поэтому лучше сделать такую более-менее нейтральную прикормку. Итак, сейчас мы их немножко перемешаем в сухом виде. Ароматика, конечно, шикарнейшая, такой сладкий запах приятный. В речном леще немножко присутствует анис, ну то есть ароматика шикарнейшая. Крупная такая фракционная прикормка получается. Цвет такой нейтральный, мы сейчас ее еще, когда начнем увлажнять, она еще немножко потемнеет и будет то, что надо. Так, ну и, ребята, в принципе уже лето, поэтому аромы никто не отменял. Лещ сладкоежка, обожает ароматику. Big Fish, ну, не знаю, в линейке Fish Power это моя самая любимая ароматика, которой я пользуюсь, в принципе, на всех водоемах. То есть, если я еду куда-то в незнакомое место, я беру с собой бутылку этой ароматики, и она меня выручает, в принципе, всегда. Такой тоже хороший
приятный запах, ванильный, можно даже сказать. Итак, ну, в этот раз я ее, ребята, разбавлю с водой, потому что большое количество прикормки, она, в принципе, хорошо концентрирована, и нам хватит одной бутылки для того, чтобы замешать 4 килограмма прикормки. Ну и начинаем теперь все это по чуть-чуть увлажнять. Конечно, немножко еще болит спина, поэтому все это немножко будет дольше. Но нам надо хорошенько увлажнить прикормку. Первое такое основное увлажнение есть. Прикормка сейчас попьет немножко воды. Я данную прикормку не буду перебивать через сито. Мне, в принципе, не нужны какие-нибудь там лишние там гейзерения, там еще что-то. То есть хочется, чтобы прикормка была инертная, лежала на дне, потому что Андрей рассказал, что здесь большое количество чихони. Поэтому если при кормке будет хоть немножко пыли, то за кормушкой будет обязательно гнаться чихонь. И, как вы слышали, тут глубины там, от 6 до 9 метров. Поэтому пока кормушка пыльная будет падать, чихонь будет собираться 100%. Поэтому прикормка нам нужна минимально пыльная, чтобы пыли не было вообще. Сита не будет. Единственное, что будет потом, угадайте с первого раза, я думаю, что многие угадали, Его Величество горох. Куда же, конечно, на леще без него. Горох — это, по моему мнению, ну, это один из лучших ингредиентов, который отлично работает по лещу. Ингредиент народный, ингредиент доступный, просто готовится. То есть я его дома отварил, половинки доварил до такой степени, когда вот горошина при нажатии становится мягкий, но при этом, при всем держит свою форму. Он у меня немножко еще такой влажноватый, чуть-чуть сейчас подсохнет. И данный горох я буду в отдельный таз уже добавлять прикормку и по чуть-чуть давать горох. Все вместе сразу смешивать не буду, потому что мы находимся на вымостке. Здесь хоть и есть немножко тени, но в прикормке он намного быстрее скиснет. Поэтому маленькими порциями буду добавлять. В принципе, по прикормке все. Потом еще одно увлажнение и можно начинать рыбачить. На что буду ловить, это в процессе рыбалки. А сейчас уже именно посмотрим точку нашей ловли, найдем ее. Я думаю, что здесь понадобится мне мой маленький помощник, это диппер, с помощью которого мы посмотрим рельеф дна и потом уже определим точку. Поэтому рыболовные приключения продолжаются. Поехали дальше. Так, ну что, воспользуемся новыми технологиями. В принципе, в рыболовных приключениях я диппер использовал только один раз. И это тоже было, кстати, на КВХ. Но интересно посмотреть здесь рельеф. Все-таки первый раз для того, чтобы долго не, как говорится, маркериться. Поэтому сейчас проверим, что у нас здесь с глубиной. Так, ну что, смотрим. Есть, диппер подключился. Показывает 8 и 8 метра, 9 метров, 8,5, 8,4. Ну, дистанция, смотрю, будет комфортная, очень комфортная рыбалки. Ага, вот пошел 7,9. Вот пошел свал, но так визуально где-то может метров 25. Поэтому 7,3, да. И вот пошла, значит, такая, даже вот видно по графике, идет такой нежный такой свальчик. Он не резкий, это хорошо. 6,4 метра, 5 метров. Ну, в принципе, еще раз сейчас зафиксируем. Выход, чтобы вы понимали, с 9 на 5. Прекрасное место. То есть теперь главное будет на этой дистанции найти, за что зацепиться. Посмотрим. Может какой-нибудь ракушничок, может какое-то дно пожестче. Еще раз проверяем. Итак, есть, вот он пошел, 8,5, подматываем, 9, то есть чуть-чуть какой-то бугорок видно, да. 8,3, 8,2, 7,9, и вот пошел свал. Ну, в принципе, вот визуально видно, где это можно рыбачить, и я думаю, что вот как раз выход с 8 на 7 метров будет такой самый перспективный. Поэтому, в принципе, визуально мы уже видим, куда бросать наш маркерный груз и, в принципе, за что нам цепляться. Ну, новые технологии рулят. Вообще, очень доволен.
Так, ну что, дипером это все хорошо, но классическое маркирование в фидере никто не отменял, поэтому надо заклипсоваться, найти точечку, и сейчас пару раз пройду маркером. Просто что удобно после дипера, я визуально примерно знаю, куда уже нужно закидывать и откуда начинать поиск. Это очень удобно, не надо шерстить там 100 метров. Грузик, в принципе, вот падает долго, сейчас проверим дно. Ну, пока что я вижу, это, в принципе, очень чистое дно. Похоже, что песочное, на котором есть, может быть, чуть-чуть ила. Ни ракушника, ничего нету. Просто чистый песок. Да, чистый песок. И вот пошла бровка, у которой выход идет, это ближняя бровка, она идет примерно где-то с 7 метров, выход на 4. Такая довольно-таки резкая бровка, вот она, поросшая чуть-чуть травой. Сейчас мы траву отпустим. Так, ну, тогда, раз такое дело, если цепляться нету, то придется маркериться на глазомер, где мы примерно определяли наш выход. И выглядело это примерно где-то вот тут вот. Так, поставлю клипсу. Пусть пока постоит. Сейчас свяжу резиночку из фидергамма для того, чтобы поставить на клипсу, чтобы не терять клипсу. Потому что здесь точка на леще будет очень важна. Сейчас завяжу небольшую резинку. Так, есть, готово. Обрезаем и ставлю ее как раз под клипсу. Так, узелок делаем, чтобы был возле самой клипсочки, чтобы он нам не мешал. Ну и все. В принципе, удобная вещь для того, чтобы у вас клипса не слетала. Так что точку мы нашли. Нашли ее, в принципе, только благодаря диперу, потому что так бы здесь было тяжело определиться. Здесь бы пришлось просчитываться именно джиговым способом, где найти выход. А дипер нам помог, в принципе, на глазомер очень быстро найти точку, потому что здесь идет такой пологий подъем с 9 на 7 метров, поэтому если там заклипсоваться там, на 7 метрах, на 6, я думаю, это сильно роли не играет. Яма здесь локальная, поэтому я думаю, что лещ к нам подойдет, потому что прикормку мы подготовили правильную, горох у нас есть, по насадкам сейчас я покажу. Поэтому, в принципе, начинаем рыбалку. Так, ну что, перед рыбалкой, как говорится, оденем рабочую робу. Я надеюсь, что лещей здесь будет много. Лещ рыба очень сопливая, грязная, поэтому неохота сидеть некрасивым в кадре. Так, ну что, корм готов, горох я добавил. Прикормка получилась такая тяжелая, инертная. Ну, я даже не знаю, с чем ее сравнить. Она такая, как каша, такой, как пластилин получился. Но для того, чтобы убрать всю мелочь и ловить крупного леща, нам такая прикормка и нужна. И сейчас вам, в принципе, расскажу, какие у меня сегодня с собой наживки. Они самые простые, сейчас все увидите. Итак, ребята, по наживкам. Значит, наживки сегодня самые простые. Это опарыш, белый и красный пополам. Это, конечно же, красный червь, куда без него. Самое любимое, наверное, лакомство леща — красный червь. Ну, такой, я не знаю, там не очень много, может порций 5-6, ну такой, довольно-таки крупный. Будем ловить на красного. И что у меня еще есть? У меня с последней рыбалки, когда в холодильнике хранился опарыш, он превратился в кастер. Это такие вот уже окуклившиеся опарыши. И вот тут, в принципе, вот у меня целая банка. И вот этот вот кастер тоже очень хорошо работает по лещу. Его можно подрезать ножницами, можно на него ловить. Поэтому, если вдруг у кого-то из вас там окуклился опарыш либо в холодильнике, либо на балконе, не спешите выкидывать. Кастер — это отличная наживка на леща. Также этот кастер можно спокойно залить водичкой.
чтобы он лежал в воде, намочился, потому что так он сам по себе легкий. Если мы его зальем водой, то он станет тяжелее, его не будет сдувать в принципе течением. Поэтому я думаю, что это сейчас костерок залью водичкой. И вот такая сегодня у меня наживка. Опарыш, красный червь и кастер. Соответственно, конечно же, буду опарыша понемножку добавлять тоже в кормушку. Кастера буду давать в кормушку, но насадку и длину поводка будем уже варьировать. Поэтому рыболовные приключения деревни Рыбаков на Киевском водохранилище продолжаются. Мы начинаем рыбалку. Итак, все готово. Монтаж, как всегда, любимый мой инлайн с отводом плеча для кормушки, фидергамчик, все как положено. Значит, по удилищу сегодня это Inspiration, 12 футов до 100 грамм, я думаю, здесь ее будет достаточно. Катушка Sherman Pro. Ну, мы как бы продолжаем тестировку удилищ Inspiration, которые скоро появятся в продаже. Поэтому сейчас, ребята, такой хороший стартовый закорм. Лещ любит кушать, поэтому надо немножко поработать удилищем. Я думаю, кормушек 10 будет достаточно. В принципе, пока поставил 70 грамм. Но, возможно, буду переходить потом на более легкую кормушку. Но, в принципе, большая глубина быстрее будет тонуть. Поэтому начинаем обильно кормиться. И все у нас получится. Погнали! Так, ну что, все, что у нас осталось, это привязать поводок. Я не навязывал поводков наперед. На это у меня на данном этапе нету, к сожалению, времени. Поэтому поводки будем вязать здесь. Значит, по крючкам. Показывал я уже неоднократно. Silver Bream, мое мнение, для ловли леща это лучший крючок вообще, который есть. То есть он реально крючок без промаха. Рыбу сечет отлично, тонкий, аккуратный. Буду использовать 12, 10, может 8 номера. Крупная насадка, то есть никакого спортивного там 0,1 леска. У нас будет 0,17 леска, 12, 10 крючки и крупная насадка. Потому что мы сюда приехали зачем? За крупной рыбой. А мелкие устеры мы можем половить и в Киеве на Днепре. Поэтому бежу поводочек и начинаю ловить. Ну что, ребята, первый заброс, самый волнительный после стартового закорма. На крючке жмутик опарыша, поводок сантиметров где-то 70. Итак, погнали, рыболовные приключения на КВХ объявляю открытым. Начинаем ловить. Так, вот она первая рыба, густера, кормим точку, рыбка начинает подходить, все нормально, поэтому работаем дальше. Вторая кормушка и сразу такая ярая поклевка. Я не знаю, что это вряд ли лещ, конечно, но что-то хорошее тяну. Вторая кормушка, это что-то. Ага, это даже лещ сразу, ничего себе. Класс. Есть! Посмотрите, ребята, на этого леща со второй кормушки лещ. Ух! Ну что я вам скажу, ребята? Я так думаю, что если со второй кормушки у нас... Сейчас я вам покажу, отпустим его. Если у нас со второй кормушки клюнул вот такой вот красавчик, вы представляете, что будет дальше? Я думаю, сегодня рыбалка будет нереальна. Так, отпущу его в садок. Давайте зафиксируем первого леща деревни Рыбака на Киевском водохранилище. Ребята, место нереальное просто. Ай. Так, мы его опускаем в садок.
Так, ну что, похоже, очередной лещ, ребята. Поклевки такие ярые. Ох, будет интересно сегодня. Это только первые забросы, это день. Что же будет вечером, когда я точку накормлю? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, 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 спокойно. Не беспокойся. Мы тебя сейчас... Так, ну, длина поводка подобрана правильно. Сечется он в бок немножко, в нижнюю губу. Так что все делаем правильно. Вот такой вот очередной красавчик на КВХ. Отличная рыбалка, ребята. Да, я не знаю, ну в садок придется там оператору со мной поднимать и Андрею все вместе. Рыбы будет в нашем сюжете много. Но зато смотрите, в чем дело. Когда действительно на точке клюет лещ, и он есть, мы можем поэкспериментировать. Для того, чтобы даже вам было интересней намного смотреть, поэкспериментируем с насадками, с добавками, посмотрим, на что лещ лучше реагирует. Но пока как бы дайте оторваться по лещу, пока ловим. Насадка, значит, 1 красный червь и 2 белых опарыша. Соответственно, в прикормке горох, как я и говорил, кастер и немножко тоже опарыша. И, как вы сами видите, все работает. Лещ клюет полным ходом. Ох и матерый он тут. Ну что, ребята, была устирка, и опять, похоже, подошел лещик. Такой он здесь сильный, очень хорошо головой мотает. Оба, есть. Так, ну что, 2 леща было поклевки, потом устира. Начал по чуть-чуть давать опарыша в корм, как я и говорил вам. Но, в принципе, насадка больше дал посыл на красного червя. В принципе, я смотрю, что красный червь работает лучше опарыша. То есть делаешь жмутик чуть-чуть больше красного, и вот сразу же вам поклевка. Лещ такой подошел, отошел, ну, видно, что популяция рыбы здесь большая, поэтому надо его хорошо кормить. Вот и все. Ребята, у нас карась речной. Значит, сейчас прокомментирую, что у нас случилось. Значит, день, сейчас где-то примерно час дня. То есть, ну, мы попали вот на конец утреннего клёва леща, потом начала клевать устира. То есть устира покою просто не дает, но, в принципе, в этом случае я вспомнил, как говорится, молодость. И на всякий случай, когда ехал сюда, купил по дороге вот такой вот карасик. Смотрите, какой красивый. Отлично, рыба красивая. Купил по дороге элементарно мастырки. Чем хороша вот мастырка? Она как бы там не спортивная, понятное дело, это чисто народная такая насадка. Но вот именно когда начинается клев мелкой рыбы, густера начинают надоедать, но в то же время рыба крупная есть вокруг. Понятно, что если лещ подойдет, он сгонит устиру и будет нормально плотно клевать. Но вот в таких вот случаях вот такой вот маленький балабушек выручает, поэтому
поставил только первый балабушек мастырки, заброс и сразу же поклевка карася. Так что ловим дальше, есть карась, будем ждать леща, кормить. Я думаю, что мы попадем на хороший вечерний клев и все будет отлично. Но уже еще намного интереснее. Вот такой вот балабушек. Ставлю и в принципе густера на него практически не реагирует. Поэтому поклевка идет либо леща, либо карася. Будем смотреть сейчас. В корме все по-старому. Горох, кастер, немного опарыша. Так что, ребята, рыболовные приключения продолжаются. На улице тепло, погода шикарная. Кстати, отличная морская погода, когда ветер, получается, с моря дует. Небольшая волна, потому что, кто знает, на Киевском море бывает шторма просто ужасная. Сейчас погода для рыбалки идеальная. Поэтому ловим, настроение отличное. Все супер. Так, ну что, у нас пока затишье в клеве, в принципе, там перешли на мастырку, уже если клюнет, так клюнет. Решили немножко передохнуть, подошел к Андрею, как посмотреть местную специфику, чем он тут ловит, показывай снасть свою, чем ты рыбачишь. Я смотрю, что у тебя какой-то длиннючий поводок, что-то такое ребята, необычное. Смотрите, длинок у меня на размах рук, Так, 1,70 м, 1,80 м. ага. На одном поводке у меня 2 крючка по центру и в конце. Ага. На крючки я еще специально перед завязыванием надеваю бусинку, чтобы белая рыба его смелее засасывала. Все равно тактильно все ртом перебирает. И ноу-хау, которое там не приснилось, это крючки отвернуты друг от друга в разные стороны. Ага. То есть у меня очень много дуплетов, потому что две рыбы одновременно пробуют прикормку, одна дернула, вторую засекла. И получается... 0,25 плюс фидергамчик. Ага, я понял. И здесь у тебя просто, ну... Просто привязано. Вот всё. так вот, видите, как бы, вот такие народные способы. Наши подписчики, вы думаете, там ребята ловили на горох, тут вот как бы длинный поводок. Ну, я смотрю, у тебя только чехонь ловится и густера. Лещи вообще ловятся на эту снасть у тебя? Конечно. Да? Именно, Даже по два. именно вот здесь вот и по два И сразу, вот и здесь дуплеты вот даже были, по вот два. на такой Да. поводок длинный. На такой поводок. Ну, ребята, видите, кому как бы, берите на вооружение, я как бы ловлю классика, и тут как бы вот народные такие методы передачи. Так понял, что Андрей сам это выдумал, такую вот необычную снасть, ну и рыба у него клюет, то есть как бы бусинка, опарыш. Интересная штука, так что такое, ну а как вообще успехи сегодня? Неплохо, я думаю, килограмма 5 чехони. Чехоне, да, ну ты на чехоне сегодня Я стал. сегодня на чехоне. Да, все, короче, Леща я все равно да, выбрасываю. забрал у меня чехоню, короче, чтобы я спокойно ловил леща. 100%. Ну, помогает нам в съемках. Короче, рыболовные приключения продолжаются, у нас все классно, интересно, так что увидимся уже чуть позже. Так, ребята, дело идет к вечеру, уже практически где-то часов 6 вечера. Значит, что у нас за день? Днем здесь отлично клюет устера. Устера такая крупная, размеры там от 100 до 300 грамм. Клюет она в лед, ее можно ловить здесь просто мешками эту устеру. Но мы сюда приехали за лещом, поэтому я старался всячески там от устеры наоборот избавиться. То есть там, я же вам уже показывал, там ловила на мастырку, ставил огромные пучки червя, ну, чтобы как-то уменьшить поклевки на устеры, чтобы дождаться леща. Но на данный момент уже вечер, я добавил свежей прикормочки, свежего гороху. Сейчас кормлюсь без живых компонентов пока. Темп такой держу 2-3 минуты, в принципе устера немножко утихает, и будем надеяться, что как раз сейчас начнется клев вечерний клев леща. Поэтому продолжаем ловить, все нормально. Андрей, кстати, очень неплохо ловит карася. У него почему-то ловится карась, вот на его эту снасть, на длинные поводки, то есть на дальний... Оба, как раз поклевка на длинный поводок, у него хорошо поклевывает карась. Днем у него клевала чехоль. Поэтому рыбалка отлично интересная, но мы ждем своего вечернего леща, и, конечно же, я так думаю, что мы еще половим сегодня и ночью. Так, что у нас здесь? Ну, вот я о чем и говорил. Устера
клюет прекрасно. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Итак, ребята, оказалось не все так и просто. Сначала был хороший с утра клев леща, потом была густера, была чехонь, был карась, но сейчас к вечеру клев притих, густеры нету, поклевок пока нету. Андрей уже поехал на базу, но мы не сдаемся, мы будем рыбачить всю ночь. Сейчас поставим свет и будем стараться ловить уже ночного леща. В принципе, что могу сказать? Если на Киевском море лещ не подошел вечером, он подойдет либо ночью, либо утром. Я в этом уверен на 100%. Поэтому мы не отчаиваемся, собрали всю силу воли в руки. Сейчас потеплее оденемся и будем рыбачить ночью. Так что рыболовные приключения в очередной раз продолжаются. Итак, у нас стемнело, и что я решил сделать, так это перед самой ночью, сейчас где-то 10:30, докормить точку. Я добавил свежей прикормки, свежего гороха, немножко туда добавил опарыша живого, и сейчас где-то примерно 5 кормушек добавлю на свою точку, для того, чтобы лещу было что покушать. Сейчас, чтобы вы понимали, поклевки прекратились полностью, мелкая рыба вообще не клюет, поэтому есть шанс поймать хорошего леща, потому что это Киевское водохранилище, и как я уже говорил, на Киевском водохранилище, насколько я помню, всегда хорошо клевало ночью, поэтому нужно сейчас немножко покормить и будем сидеть уже ждать поклевку действительно леща. В принципе, как по мне, даже очень удобно, когда мелкая рыба не клюет, и тут уже если будет поклевка, то будет поклевка действительно хорошей рыбы. Поэтому кормимся и ожидаем поклевку. Так что рыболовные приключения, ребята, продолжаются. Ну а рыбалка ночью, это, не знаю, как для меня самый натуральный кайф. Я считаю, что ночью это самая интересная рыбалка, когда у тебя все рецепторы обостряются, обоняние, чувство, зрение, слух, ну то есть очень кайфово. Так, ну что, ночью какая-то первая поклевка, не знаю, что это, может, конечно, устера такая более-менее крупная, потому что уж больно резвая. Ну, такая рыба не мелкая. Посмотрим, что это. Мне же самому интересно. Ага, я понял. Это у нас такой обитатель Киевского моря, небольшой сомик. Совсем маленький. Как его в народе называют, головастик. Конечно же, мы его отпустим, мы даже его в садок ложить не будем. Сейчас я его аккуратно сниму с крючка. И мы его отпустим. Вот так вот. А я думал, что что-то хорошее клюнуло. Ладно, ночь только началась, так что ожидаем поклевку дальше. На насадке у нас красный червь и один опарыш. В прикормке горох, опарыш. Так что ловим, ребят. Единственное, что, конечно, мошкары, ужас, настолько много, но на то не рыболовные приключения. Будем, сжав зубы, терпеть и пытаться ловить рыбу. Так, еще одна поклевка, но, скорее всего, опять, да, маленький усатый безобразник. Пока нас, ребята, атакуют вот такие вот маленькие сомики. Совсем маленькие, прям головастики, одни усы только видны. Ну, настолько он маленький. Кошмар. Ладно, ждем леща. Кормим свою точку.
На насадке у нас червь с опарышем. Продолжаем ловить. Время у нас еще есть. И я надеюсь, что все-таки наш лещ к нам приплывет, и мы его нормально половим. Потому что утром он хорошо отозвался, сами видели, буквально там со второй кормушки мы там в течение часа поймали 3 лещей. И тут потом весь день ни одного. Ну, будем стараться, будем кормить. Дело такое. Ну, пока есть только маленькие сомики. Это не интересно, но делать нечего. Кормим и ловим. Доброе утро всем. Ну что, ребята, ночь, к сожалению, нам не принесла никаких результатов. Были небольшие сомики, может штук 5-6. Мы рыбачили где-то до 2 часов ночи. И потом было принято решение, ну, лечь отдохнуть хотя бы часа 3, потому что, сами понимаете, что на ногах столько времени тяжело. Сейчас вот почти 5 утра, восход. Я, как всегда, докармливаюсь. Сейчас хороший обильный закорм, кормушек где-то 10. И будем ждать нашего утреннего леща. Я уверен, что нас сегодня посетит. И все-таки мы наловим здесь лещей. Так, ну что, ребята, видите, только с утра стартово докормился, буквально там 5-6 кормушек, и сразу же лещ. Какие делаем выводы? Что здесь, ребята, хороший клев с утра, поэтому ночью можно спокойно спать, не надо мучиться вот это вот, как мы. Ехать на базу, отдыхать, а вот с утра приезжать, ребята, и ловить. Посмотрите, уа! Вот таких вот лещей. Сейчас я его достану, крючок. Ребята, посмотрите, какой он. Посмотрите, какой он. Посмотрите. Просто красавчик. Насадка красный червь опарыш. Прикормку свежую добавил опять горох. Остатки прикормки высыпал. Вот так вот, ребята. Поспали мы 3 часа вот здесь на вымостке, на карематах, со спальниками. Проснулись, и вот такой вот лещ на рассвете. Так что делайте выводы, снимаем и кино специально для вас. Ух, ребята, очередная рыба. Вот такое вот интересное утро. Вчера вечером было все грустно, уже почти отчаяние, и нате вам, ночь, маленькие сомики, и с утра пошли-поехали лещи. И посмотрите, какие лещи, ребята, клюют. Ай-яй-яй, это что-то. Вот так вот. Так, ну в садок его быстро. Насадка в очередной раз красный червь и опарыш. Горох свое дело делает все-таки. В очередной раз убеждаюсь, что горох это одно из самых любимых лакомств леща. Так, ребята, что у нас получается? Значит, 2 леща, заброс, поклевки нету. Поэтому будем после каждых нескольких рыб постоянно докармливаться. Там 2-3 кормушки. Будем добавлять корма и продолжать рыбачить. Я думаю, что такая тактика, в принципе, даст свой результат на сегодняшнее утро. Поэтому в очередной раз докорм. Докорм такой не очень обильный, дозированный, но он здесь с утра нужен однозначно. Ух, какой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-ай-ай!
Ну что, ребята, очередной лещ. В этом месте реально докорм работает. Нужно постоянно после там каждых 2 рыб давать несколько кормушек. И лещ же хороший какой клюет. Ой, хороший. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это рыба, елки-палки, блин, просто класс. Вот такие вот лещи клюют на Киевском водохранилище деревни Рыбака, чтобы вы понимали, ребята. Вот так вот. Ох, и бойкий здесь лещ, ребята, что вам сказать. Ну, лещ такой утренний. Посмотрите какой, посмотрите какой! А-а-а! Красавчик, просто красавчик. Ну скажите, хорош? Я думаю, просто хорош. Эх. Так, ребята, насадка. Красный червь. Хороший такой жмутик одеваю, сами видите. Плюс 1 белый опарыш. И после каждой второй рыбы хороший докорм. Ну как хороший, в принципе там 3 кормушки нужно опускать. Поэтому сейчас был 1 лещ, поймаем 2 и докормимся. Очередной лещик. Во. Ох, какой, посмотрите. Ох, красивый. Ох, и красивая рыба. Итак, ребята, прошли сутки, наступил день, стала очень сильная жара, поэтому, в принципе, пришло время собираться домой. И в конце нашей передачи, как всегда, небольшое резюме нашей сегодняшней рыболовной сессии. Так сказать, небольшие советы от меня тем людям, которые захотят сюда приехать порыбачить. Итак, июнь месяц, середина июня, вода уже где-то 22 градуса, температура воздуха плюс 28-30, очень жарко. Что у нас по рыбалке? Значит, прикормка нейтрального цвета, сладкая, калорийная, инертная. Прикормки большое количество гороха. Также в прикормку можно добавлять опарыша, кастера, немного резаного червя. Но смотрите, с живыми компонентами здесь аккуратней. Именно в этом месте лещ немножко такой пуганный насчет живых компонентов, поэтому все давать дозированно.
Кормушка, в принципе, от 50 до 70 грамм хватает с головой. Крючки Silver Beam я вам показывал, ни одного схода, отличный крючок. Длина поводка 50-70 сантиметров. Значит, о самой тактике. Здесь нужно леща кормить. Кормить много и постоянно. Поэтому, если вы сюда приедете порыбачить, у вас начнет клевать лещ, после каждой первой или второй рыбы обязательно давайте несколько кормушек до корма. Буквально поймали одну рыбу, 2-3 кормушки докормили. Поймали рыбу, 2-3 кормушки докормили. Такая тактика здесь работает. В принципе, ребята, место очень интересное, очень хорошее, рыбалка комфортная, классная. Здесь, сами видели, много густеры, много чихони. Попадаются очень крупные лещи, которых мы сегодня поймали. Поэтому, как говорится, рыбалку в деревне Рыбака всем советую. Рыболовные приключения, считаю, удались на славу. Сейчас пойдем посмотрим, что поймал Андрей. И потом посмотрим уже, соответственно, наш улов и пообщаемся с Андреем. Так, ну что, Андрюха, как порыбачил? То есть, не знаю, у нас все хорошо. Конечно, вечер был такой немножко смутный, немножко расстройство, но утром подловился я. Показывай, что у тебя. Интересно, что ты наловил. Я ловлю мелочевку, потому что я люблю ее жарить в маночке. Есть и чихонь, и плотва, и густера, и подлещик, и карась, и судак. Вот так вот. Ого, ну вот так вот, смотрите. Это, короче, все на твою снасть, да? Да, все на снасть. И даже судак-то фидер есть, где он там. Вот он. Ага, судачок. Смотрите, судачок, короче, карась и куча густеры. Ну, в принципе, отличный улов. Отличный улов. Что, пойдем посмотрим, что я поймал? Идем. Идем. Не, ну ты так видел уже краем глаза, но сейчас посмотрим. Да, видел. Бросай в воду. Так, ну что, ребята, посмотрели Андрею улов. Кстати, отличный улов, ну, наверное, где-то килограмм 7-8, да, где-то? Где-то так. Да, 7-8. Посмотрим теперь, что я поймал. Идемте поглядим. У меня была немножко другая тактика. Ну что, ребята, как всегда, по традиции смотрим наш сегодняшний, вернее, не сегодняшний улов за сутки здесь. В принципе, что хочу сказать. Конечно, ребята, здесь ловить рыбы можно очень много, но соблюдайте нормы вылова. Рыбы много не берите, берите только столько, сколько вам надо. Ну, смотрим, что у нас здесь. Ну что, ребята, вот такие вот рыболовные приключения в деревне Рыбака. Мы с Андрюхой нормально наловили рыбу. Есть лещи, караси, чихонь, густера, то есть любая рыба. Поэтому рыбалка очень интересная. У кого есть возможность, обязательно сюда приезжайте половить. С вами был Евгений Чертенков, Андрей Руденко. Вы были на Флагман ТВ. Ставьте все лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.